готов нагнуть BMW? Во Второй мировой вот так вот. На чпокать. Представьте, чтобы было бы, если туда запихнуть что-нибудь помощнее. Рокера вылетают на раз и два. Словарный запас мой заканчивается после того, как я сажусь в эту... Словарный запас мой заканчивается после того, как я сажусь в Запорожец. Друзья, всем привет! С вами Павел, канал Крутящий момент. Того, что вы увидите сегодня, такого вы еще не видели, я вам гарантирую. Сегодня у нас в гостях будет Тимур и его автомобиль. Давайте познакомимся с Тимуром и его тачкой. Тимур, привет. Привет. Рад видеть тебя у нас на канале. Дождались. Друзья, всем известно, в какой я машине. Это ЗАЗ. Это ЗАЗ 968, верно? М-ка. Ребята, не путайте, как М3, М5. Это просто ЗАЗ. Тачка желтая, быстрая. Сегодня Тимур сразится с BMW. Тимур, готов нагнуть BMW? Конечно, это мои любимые машины. Надо только значки на BMW начинать на крыле вешать и будем во Второй мировой вот так вот. На чпокать. Это у тебя мотор от ВАЗ? Да, жигулевский мотор 1.6. Шестой блок. Ага, от классики. Да, от классики, восьмиклапанник. Ага, класс. Слушай, что это за тумблера? Это у нас зажигание. Ну, потому что как бы проводку мы до сих пор не закончили. Это зажигание, свет, дракончик повеселиться. Лаунч, это мы пока не подключили, но в будущем это будет ракетный отключение ускоритель вентилятора, дабы не терять мощность. Ребят, я даже, честно, вообще не знаю, что говорить, реально. Ну, карбюраторный Жора на лаунче. Ребят, на родных мозгах все это едет. На карбюраторе едет все это дело. Да, ну да, какие тут мозги, друзья. Слушай, ну хорошо. У меня вот такой вопрос. Как вообще девочкам нравится тачка? Как говорит моя супруга, моя очень сильно любимая, Запорожец, это идеальная семейная машина. Когда я ее не спросил, почему, она говорит, ни одна, блядь, сюда не сядет. Ребят, прямым текстом. Если вы хотите жениться, берите запорожца. С опыта Тимура он взял Запор и сразу женился на очень интересной девушке. Слушай, я видел в Топ Гире такую фишку, что у запорожца есть лючок, чтобы рыбу ловить. Был. Это реально, да, такая тема? Да, реально. Причем их должно быть, по идее, два, но из-за того, что здесь от времени днище было подуставшее, мы его переварили, и поэтому лючка больше нету. Я так понимаю, что дизайн салона это в стиле лофт. Брутальность, я бы сказал. Брутал такой, да, брутал ну, стиль. Так как бы готовимся под каркас, разобрали все, пришлось выезжать вот так вот. Весь салон есть готовый полностью перешит, на таком сиденье, как ты сидишь, задний диван такой же, коричневые карты, торпеда, все есть. Ребят, ну потолок тоже очень крутой. Да. Реально очень качественный брутал лофт. Тимур, сегодня твоим противником будет BMW в E-кузове 46. Да, 2.5 на ручке. И я так чувствую, что пацаны сейчас начнут ее еще разбирать после первого заезда. А может, уже начали разбирать. Я не знаю. Но если даже она меня и обидит, сейчас приедет мой старший брат и накажет его, если что, вместо меня. Вот она, Бэха. Как и обещали. Вова, привет. Я Паша. Приятно познакомиться. Спасибо, что принял участие на съемках. Да, без проблем. Катать будешь сегодня против злого желтого ЗАЗа. Да, по имени Жора. Да, ЗАЗ Жора, ребят, карбюратор, мотор ВАЗ. Просто, короче, всем будет жопа, по-моему, сегодня от Жоры. Расскажи пару слов про машину, сколько здесь сил? Машина М54 мотор, 2.5, 192 лошадиные силы. Не знаю, как я буду соперничать с Жорой, но мы посмотрим. Готов? Да. Погнали? Погнали. Поехали. Я реально уже в шоке, ебана мать. Я уже ехать не хочу. Я не знаю, что сейчас будет. Сейчас, по-моему, будет просто трэш. Реальный трэш. Так, друзья, заезд века. Запорожец. Реально Запорожец против BMW.
Друзья, Запорожец сделал это. Реально, респект, респект. Видите, что делают? Тазы таки валят, ребята. Такие, видите, отечественный автопром валит. Фишка этого Запорожца в том, что там маленький вес, чрезвычайно маленький вес. Сколько я знаю, он весит в районе... 900. Да не весит он Это так. 900. 600-700 килограмм он весит. Да? Конечно. 900 это Лада весит. Друзья, в районе 600 килограмм, кто знает точно, сколько весит Запорожец, пожалуйста, напишите. И на этот реально маленький вес мотора Жигули, я так понимаю, что там в районе 100 лошадиных сил, ему этого достаточно. Представьте, что бы было бы, если туда запихнуть что-нибудь помощнее. Хотя бы сил на 200. Я думаю, что это было бы просто пушка. Who you suckers think you're tripping with? Yes, I'm the boss. 745. Тимур, ну это космос реально, просто космос. Ребята, вы видели это? Я извиняюсь, но это реально пиздец. Мы объехали Пеху, тройку, кузов, сука, Е46, 2,5. Баварцы повержены в первом раунде. Раунд номер 2. Поехали! Запор уходит просто с самого начала. Друзья, это проигрыш вчистую. Запор действительно валит, базар ноль. Тимура, как ты определяешь обороты тахометра? У меня стоял раньше тахометр, Ага. и спустя 2 года езды я уже знаю, где какие обороты. Так как конфигурации по сути не меняются, выхлопа и по звуку, по жабометру, и потому как тянет машина, Ага. я как бы уже знаю все. Поэтому, но сейчас было, третья была где-то 7, Ага. то есть не до конца. Друзья, это реально уровень. Уровень! Я не нахожу других слов, друзья. Простите меня за мой французский. Я не знаю, что это такое. Ха-ха, это охлаждение. Друзья, вот так охлаждается Запорожец, чтобы вы знали. Приходит специально обычный чудак и охлаждает его. Хватит, да, или что? Да. Хватит, все. Отлично, спасибо, бро. Ха-ха. Ребята, такого я реально не видел. Как это так происходит, я не знаю. Какие еще там мускулкары? Вот он, реальный советский мускулкар. При старте тачку валит во все стороны. Я не знаю. Словарный запас мой заканчивается после того, как я сажусь в эту... Словарный запас мой заканчивается после того, как я сажусь в Запорожец. Давай. Ходом? Давай. Ходом едем. Посигналите. Со скольки? 40? 40 ходом. Хорошо, давай. Друзья, 40 ходом. Поехали. Очень сложно ехать ходом с BMW. Бэха объехала ходом, но в дисциплине 0,402 метра мы выиграли. Сука, раз. Перейдем к новому, к следующему сопернику. Stand down for the best now. Take my time, you better pay up in the next style. Throw a rollie with a hashed out test. Друзья, Hyundai Accent против ЗАЗ. Раунд номер 1. Поехали. Друзья, объехали Hyundai Accent. Сильно объехали. Тима, ну ты реально герой. Ты как в Marvel можешь идти сниматься. Кстати, тачка у тебя хорошо держалась, реально. На удивление. Я тоже в шоке. Да, видите, друзья, все-таки Корея умеет делать машины. Че, стрельнешь забором? Конечно. На мотоцикле? На моте, да. Тот неловкий случай, когда нельзя давать Олега тачку мне на 6-м, блядь, это уже рокера вылетают на раз и два. Вот такой вот, ребят, стильный ЗАЗ.
Тут написано, что тазы таки валят. Такие Проверяли, валят. да. Таки не валят. Так, смотрим, видим мотор от шестерки. Доработанный, как ранее Тимур-то и рассказал. Крепеж такой хитрый. Да, такую подушку Да, поставили. дополнительную тягу сделали, чтобы мотор стоял на месте. Эта тяга мне сняла почти секунду на разгоне 0-100. А он болтался эти? Болтался? Назад вперед болтался. Ага, выхлоп кастом, выходит прям на бок, полный прямоток. Свечи запасные. Тут Да, по это 2 прям- свечи на цилиндр, вот они запасные. Да-да-да. Ребят, тут очень много свечей. Я не знаю, наверное, Тимур как-то ими отстреливается, когда кого-то обгоняет. Сказать сложно, сейчас будем смотреть. Слушай, ну очень компактно стало. Ты сам все это, да, делал? Да, все полностью Подваривал? своими руками. Ребята мне помогают там в некоторых вопросах, в случае, если мне надо, в каких-то инженерных решениях, усилениях и все в этом роде. Но, как всего, приходим сами понемногу, по чуть-чуть. В следующем году, надеемся, поедем побыстрее. Да ты резиной задул, да? Эта машина покрыта полностью раптором. Раптор, да? Это типа резиновая какая-то смесь. Нет, это типа антикора, но не антикор, это вот джиперы очень сильно любят. Она Есть ли жизнь после смерти? Угонишь, она- узнаешь. Классная тема этой штуки заключается в том, что она Не не царапается. царапается. Мне реально очень нравится цвет этой тачки и ее потенциал. Мотор ВАЗ, кузов ЗАЗ, очень легкий. Вот такой вот ЗАЗ с жигулевским мотором, реально валит сильно. Это советский мускул-кар. Кому понравился ЗАЗ, ставьте лайки. Кто болел за другие тачки, пишите. Всем пока. С вами был Павел, канал Крутящий Момент и гость канала Тима. Спасибо тебе, Тима. Пожалуйста, обращайтесь.